Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний расклад мы делаем для представителей знака Дева. Давайте посмотрим, что Дев ожидает в сентябре месяце по 4 неделям месяца. Смотрим, соответственно, на каждую неделю достанем карты из 2 колод в виде таких 4 колонок. То есть у нас будет, соответственно, 1, 2, 3 и 4 недели по основным энергиям этих недель, что у вас будет происходить. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, это общий расклад. Надеюсь, у большинства из вас он отыграется в полной мере. Можете написать ваши комментарии, ваши отзывы оставить, насколько этот расклад подходит именно вам, девам. Также можете подписаться, кто еще не подписан. Можете поделиться этим раскладом с кем-нибудь из знакомых представителей этого знака, если вы считаете, что им это видео подходит и тоже может оказаться полезным, да, подходящим. Итак, давайте посмотрим. Я пока что еще заканчиваю перетасовывать эту колоду для Дев. Посмотрим, что ожидает представителей знака Дева в сентябре месяце. Первый месяц осени. Какие карты вам выпадут сегодня, Девы? Итак, начнем мы с первой нашей колоды. Посмотрим. Первая неделя. Вторая. Третья. Четвертая. Все старшие арканы. Очень интересный, значимый для вас месяц, скорее всего. Давайте посмотрим следующую колоду. Какие карты выпадут еще, соответственно, на первую неделю. Вторую неделю. Третью неделю. И четвертую. Итак, что у нас есть? У нас есть первая карта, такое сочетание колеса фортуны с картой повешенный. Возможно, здесь вы сможете вот в таком сочетании, если смотреть, потому что колесо фортуны это в принципе удачные какие-то хорошие события для вас, чаще судьбоносные события, то есть события, которые влияют на дальнейшие ваши жизненные какие-то этапы. Возможно, вы здесь будете важное решение принимать, поворотное, судьбоносное. Если вы принимаете важное решение, то вы по карте повешенной смотрите по-другому, посмотреть на ситуацию и, возможно, увидев ситуацию в другом свете, иначе сможете принять какое-то действительно для вас правильное решение, и вы здесь как будто бы будете очень, как будто ясно смотреть на вещи, то есть сможете увидеть нечто иначе. Также здесь может быть и ситуация, где вы как будто чувствуете по карте повешенные себя загнанными в определенные ограничивающие обстоятельства, рамки. Может быть, вы здесь выступаете в роли жертвы или чувствуете себя жертвой обстоятельств, потому что что-то замедленно, затянуто. Но так должно происходить. Это для вас как бы на пользу, и по карте колесо фортуны это для вас успешные события, успешные, правильные какие-то вещи, которые ведут к хорошему результату. То есть не нужно их бояться. Дальше карта императора. Эта карта выпадает вместе с картой башни. Возможно, по императору вы поймете, что здесь какие-то вещи, которые вы спланировали, которые вы хотели сделать там в том или ином там порядке или виде, возможно, не так легко удается сделать, что как будто то, что вы планировали, не складывается как пазл, как вы этого хотели, и по башне что-то разрушается. Возможно, вас это расстраивает, но опять-таки здесь по карте императору, который выпал у вас в основной карте, да, вы здесь сохраняете эти амбиции, вы сохраняете здесь способность занимать лидирующую позицию, даже если что-то как будто бы не удается или разрушается, вы умело можете эту ситуацию корректировать и как будто бы показывать, что вы не сдаетесь под влиянием этих обстоятельств, то есть вы все равно сидите на троне, вы все равно здесь выше всех, дальше всех смотрите и все лучше всех понимаете, поэтому вы здесь все равно занимаете какую-то важную, главную роль. Хотя что-то в жизни
как будто может меняться и что-то разрушается. Возможно, как раз вы чувствуете себя немножечко как в ловушке или в замкнутых обстоятельствах закрытых, но при этом по карте башня, да, это разрушение, оно скорее всего вам на пользу будет, потому что вы все равно занимаете позицию императора. И карта сила, которая выпадает на третьей неделе вместе с картой семерка пентаклей, показывает, что вы сильны в каком-то ожидании, вы сильны в том, что вы вот как будто сохраняете вот эту духовную силу, может быть, эмоциональный подъем, эмоциональный такой настрой и умение доверять обстоятельствам, процессу, который происходит в вашей жизни. То есть по семерке пентаклей, да, что-то происходит медленно, какой-то медленный рост, медленное развитие ситуации, но вы умеете занимать выжидательную позицию такого терпеливого человека. Возможно, здесь речь идет о каких-то событиях, где вы над чем-то работаете, трудитесь, но постепенно получаете результат, то есть не сразу, возможно, получение денег через время, через приложение каких-то усилий или оказание влияния на другого человека, то есть какая-то попытка кого-то в чем-то убедить, уговорить, да, то есть это не сразу получается, нужно для этого время. И здесь семерка пентаклей, она как раз об этом тоже говорит. Могут быть какие-то ситуации, связанные с человеком знака силы, это лев, может быть что-то со львом, кстати, здесь овен, это может быть по императору. И карта императрицы, это карта тельца. Могут быть задействованы такие знаки огненные, земные в вашей жизни. И вот на 4-й неделе, когда мы с 3-й переходим на 4-ю, императрица с Солнцем, это какие-то очень хорошие, позитивные события, которые могут быть для вас очень радостными, связанными с материнством, с беременностью, с новостью о беременности, с новостью какой-то касающейся ваших детей, может быть, какие-то радостные события, связанные с вашими детьми или в вашей семье в целом. Возможно, что-то связанное с императрицей, это мама или ваша жена, если смотрят мужчины. То есть императрица такая женская карта. Либо вы здесь выступаете в роли императрицы и сияете, как это солнце, ощущаете радость и счастье от того, что здесь происходит. Ощущение также какой-то ясности ума и понимания происходящих событий, но очень ясного, да, такого четкого понимания событий. Но в целом очень хорошая, замечательная просто карта. В таком сочетании прямо прекрасная. Поэтому я думаю, что вот эти вот карты, которые здесь в начале выпадают, внизу повешенные башня, они в противовес вот этим картам не несут чего-то крайне негативного абсолютно. Они, да, действительно могут показывать, что начало месяца у вас может быть немножечко как чувство, как будто вас загоняют в тупик какие-то обстоятельства, что-то вас сковывает, хочется большего движения или развития событий, но вы не можете никак это ускорить. Вот вы не можете на это никак повлиять, остается только ждать, да, и действовать вот как вы делали раньше, сохраняя стойкость духа, какую-то силу, спокойствие, да, и также само планировать что-то в своей жизни, стараться здесь не отпускать бразды правления, все, что касается принятия решений, да, в вашей жизни, соответственно, несмотря на вот эти вот обстоятельства. И у вас в целом достаточно неплохой месяц получается. Итак, девы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.